Почвенно-климатические условия Сыкульской котловины, особенно прибрежной и предгорной зон, исключительно благоприятны для выращивания плодово-ягодных культур. Благодаря прохладному лету плоды созревают поздно, обладают высокой лёжкостью и транспортабельностью. Имеют отличные вкусовые качества. Здесь получают высокие урожаи зимних сортов яблони, груши, абрикоса и вишни. Прекрасно развиваются и плодоносят ягодные насаждения, особенно черная смородина и малина. Несмотря на то, что в ассортимент плодовых культур продолжают вводить новые сорта, в фермерских хозяйствах до сих пор выращиваются местные сорта. Лучшая приспособленность местных сортов к местным почвенно-климатическим условиям позволяет стабильно получать высокие урожаи с высокими качествами плодов. Местные сорта плодовых культур являются важным источником питания и дохода для местного населения. И поэтому они занимают достойное место в ассортименте плодовых культур, выращиваемых в фермерских хозяйствах. В саду Иссыкульского плодово-ягодного участка имеется много местных сортов яблони. Единственное научное учреждение в центральной зоне Прииссыкулья под руководством Гордеева Вячеслава Владимировича оказывает консультации местным жителям по вопросам садоводства и является источником разнообразия местных сортов. Задача регионального проекта Biodiversity International UNEP GEF In Situ On Farm – сохранение и использование агробиоразнообразия плодовой культуры и их диких сородичей в Центральной Азии является сохранением местных и стародавних сортов плодовых культур, издавна выращиваемых в условиях Кыргызстана. При проведении экспедиционных обследований проектных участков была собрана информация об опыте фермеров по выращиванию и хранению местных сортов плодовых культур. В селе Акбулак Тюбского района, где живет Алиев Айтбек, все жители занимаются выращиванием плодовых и ягодных культур. В приусадебном саду Айтбека Алиева выращивается 10-12 сортов яблони различного возраста. Сад посажен отцом Айтбека в 1951 году. Айтбек Алиев знает, что при замене сорта на место выкорчеванной старой яблони посадить снова яблоню нельзя. А если другой свободной земли нет, он применяет свою практику выращивания и ухода для того, чтобы улучшить качество плодов у плодовых деревьев и придать им рыночную привлекательность. Какая технология? Вот вы глиной замазываете? Нет. Вот глина это просто, чтобы защищать вот эту сердцевину. Ага. Сердцевину просто мы эту землю ставим, чтобы солнечного ожога не было, усушки не было. А так замазываем садовым варом. Стараемся обязательно варом. Так, понятно. Вот тут вот плотно завязывается. Да. Посадка идет, да, здесь. Что вероятности больше, я здесь побольше. Обычно вот 4 штуки я делаю, больше не делаю. А когда вот вы начинаете здесь разбираться с ними, вот лишнее убирать или что, или вот не, вот сейчас он они пошел, так и будут стоять? Нет. Вот сейчас вот в прошлом году вот это подвой, а вообще здесь мы оставим всего 2, вот этот и вот этот. Остальные у вас вот эти, будут. Да, вот эти мы уберем. Айтбек использует заменяемый сорт как подвой для прививки на нем нужного сорта. Прививку делает весной, черенком за кору, сближением, в расщеп, но только не толстые срезы ствола, а боковые тонкие ветки. Вот надо вот этот садовый вар, он как бы отходит, его обязательно надо защищать, чтобы потеря влаги не было обязательно. Где-то 80-го года мы сажали вот это. Посажены эти деревья, да, с 50-го года? В саду жителя села Акбулак Тюбского района Оморова Акуна высажены сорта «Золотой ранет», «Апорт», «Белый налив», «Делишес», «Старт Кримсон».
Схема посадки 5 на 6 метров. Посадочные ямы размером 50 на 50 сантиметров. Земля в саду под деревьями перекапывается радиусом в 1 метр, весной, как только позволит погода. Навоз разбрасывается под перекопку по 5-6 ведер под каждое дерево. Минеральные удобрения садовод не применяет никогда. Считает, что навоза достаточно. Оморов Акун прививки делает методом за кору. Считает, что в толстые стволы прививать их нецелесообразно, а нужно использовать скелетные сучья, срезы которых значительно меньше и лучше заживляются. Вот который вот сделали, вот так я делал. Вот такие. Понятно. Он уже закрывает, уже смотри. Да, уже закрывается. Закрывается. А чтобы лучше зарастало, вы что-нибудь делаете здесь? Ничего не делал почти. А если гнить будет? Гнить не будет уже, смотрю. Для того, чтобы обеспечить длительную сохранность плодов, фермер убирает яблоки в октябре месяце и сохраняет их в подвале, облицованном камнем. Подвал имеет глубину 2,5 метра. Находится в постройке. Для вентиляции воздуха установлены 2 трубы. Холодный воздух поступает через отверстие люка сверху. Плоды опускаются в подвал с помощью ведра и веревки с крючком. Плоды хранятся прямо на полу, в буртах. Смородина традиционно культивируется в междурядьях сада. Саженцы сорта Иссык-Кульская Акун Оморович приобретал в питомнике в селе Ананьево. Кусты посажены между яблонями. Каждую весну междурядье сада и смородины перекапывает. Под перекопку вносит по 10 кг навоза на каждый куст. При необходимости размножения прикапывает нижние ветки. Отводки на следующий год отделяет от куста. Для размножения выбирает наиболее урожайные кусты с крупной ягодой. Кусты смородины не поражаются вредителями и болезнями, и фермер их ничем никогда не опрыскивает. С одного куста получает фермер 3-4 килограмма ягод. Как этот сорт называется? Это ранет. Золотой ранет? Да. Сад Головкина Анатолия расположен в селе Бакту-Дулунотту Иссык-Кульского района. В старом саду некоторые деревья яблони уже выкорчеваны ранее и посажены молодые персики, абрикос, черешни, груши. Поскольку для посадки нет места, Анатолий Александрович выращивает новые сорта, прививая их в кроны взрослых деревьев. Практикует и посадку деревца в нужном месте под прививку. Прививка выполняется разными способами, в зависимости от породы подвоя и привоя, толщины их побегов и места прививки. Для молодых побегов используют улучшенную капулировку с язычком, а в толстые срезы прививка выполняется за кору. Окулировку глазком делает в Т-образный разрез или в приклад. Это я в журнале, журнал «Цветовозы», там что-то такое, я уж сейчас не помню название. И когда я начал в середине вставку, и 2 или 3 сорта яблок, а я ж не знал, что за кандиль. Я же ждал, когда у друга брал, он мне говорит, у меня есть кандиль. Он мне дал. Я-то думал, что вот эти желтые такие. А когда эти, я думаю, что такое? А потом в этом журнале нашел, там снимок этого, и там написано «Орловский кандиль». А как вот вы его сделали? Вот это прививка, да? Да, это вот она. Место, где черенковал. Это прививка черенком была сделана. Черенком. Уже заросло, Да. и не видно даже места, где этот черенок был поставлен. Вот тут очевидно. Яблоки снимают ведра и корзины, опускают в подвал, где сразу складываются в ящики, которые устанавливаются в стопы. Подвал глубиной 2 метра, продолговато вытянутый, имеет длинный спуск в центре ямы. В саду у Мурзалиева Бердикула, жителя села Ходжаяр Иссык-Кульского района, система формирования деревьев из-за малой площади направлена на снижение роста и формирование компактной кроны яблони. В приусадебном саду с 1986 года растут сорта яблони Апорт, Золотой ранет, Рашида, Киргизская зимняя. Укорачиваете главные ветки, да? Ну как посмотрим там, что вид создает, и годовалый убираемся. Годовалый. Годовалые вы укорачиваете. Ну вот здесь вот вы отрезали уже не годовалые, а ветки многолетние, да? Нет, там многолетние оставляют, там где там. И укороченные, Да, да? укороченные, да, 20 сантиметров. Фермер в личном хозяйстве содержит скот, крупный рогатый скот и домашняя птица, что позволяет ему в полной мере использовать органические удобрения, навоз и птичий помет для ухода за садом.
Из-за недостатка свободной земли фермер размещает кусты смородины под кроной яблоневых насаждений. Учитывая требовательность культуры к воде для получения высоких урожаев, он поливает смородину в течение всего лета. Фермер занимается размножением смородины методом отводок, таким образом обеспечивая родственников и соседей саженцами. Фермерский сад Арстана Содокеева из села Ананьево Иссыкульского района находится во владении всего 2 года. Местные сорта посажены в 1980-х годах. Тоже дитё, когда за ним смотришь, и он растет. И то же самое яблоня, сад. Чем больше ухаживаешь, тем больше толк получаешь. Результаты в этом году мы засуху с морозом сильно пострадали, и вот в результате вот такие у нас деформированные яблони получились. Но А вот, в принципе они красивые также. но это можно продать? В этом году, конечно, можно продать, но яблонь мало. Яблок мало, да? Да. Фермер отмечает, что местные сорта яблони обладают устойчивостью к заморозкам и имеют отличные вкусовые качества. В этом году сад сильно пострадал от морозов, и на плодах имеются морозные повреждения. Наблюдается слабый урожай плодов. Ну, сейчас мы с Иваном Ивановичем тесно связаны. Да. Вот И благодаря его, что мы сохраняем те сорта, которые нам приемлемы в наших регионах, которые даже иностранцы приходят и завидуют нашими сортами, но нежели теми красивыми яблоками коммерческими. Канагалы и Гульмира Шаршеевы проживают в селе Булан-Соготту Иссыкульского района. В 1991 году Гульмира Шаршеева вместе с мужем Канагалы и сыновьями освоила неудобные каменистые земли на склонах предгорий и вырастила сады на разных участках общей площадью 4,5 гектара. Фермерский сад расположен в нескольких километрах выше по склону предгорий, поближе к источнику поливной воды. Сад Шаршеевых заложен на каменистом склоне, где преобладает песок, щебень, крупные и мелкие камни. Саженцы яблони, выращенные на сильно рослом подвое, высаживают на расстоянии 5 на 6 метров. Для саженцев на полукарликовом подвое используют схему 3 на 4. Абрикос сажают по схеме 4 на 4. Привез с этого, с Алматински этого, а потом людям раздал. Это самое высшее яблоко. Град не боится от града, от мороза не боится. В саду они выращивают коммерчески ценные сорта яблони, как превосходная красная, Стар Кримсон и местный сорт Золотой Ранет. Местный сорт занимает около 30% от всех деревьев, поскольку в этом месте он урожайный и плоды приобретают хороший товарный вид. Из всех сортов яблони хороший урожай чаще бывает на деревьях сортов Стар Кримсон и Золотой Ранет. Морозные повреждения на плодах у этих сортов отсутствуют, поскольку они цветут поздно, так как растут выше в горах. Каждые 3 года осенью под дерево вносятся по 4 ведра навоза крупного рогатого скота, выкладывая его в ямки у основания штамба. Ну, за год они 2 метра, 3 метра растут. Вот Такое в прошлом обрезка делал, видите, опять надо. так быстро вырастает, Да, да? очень-очень. И вот вы обрезку делаете, потом прореживаете, да? Да, да. И Какие-то удаляете, какие-то вот это, оставляете. вот это, который не в этом году вышел, все уберу. Вот. Ядохимикатами Шаршеевы предпочитают не пользоваться, однако при необходимости применяют перед цветением и после цветения. От болезней фундазол, парша у яблони и груши, манилиоз и клястерипориоз у абрикоса, персика и черешни. От вредителей препараты Би-58 или Нурел, тля, медяница, плодожорка. Таким образом, изучение и распространение опыта фермеров по выращиванию местных сортов плодовых культур могут внести вклад в сохранение и устойчивое использование генетических ресурсов плодовых культур в пределах Иссыкульской области и всего Кыргызстана.